Здравствуйте, Светлана Георгиевна. Здравствуй, моя любимая страна для жизни. Спасибо, что нашли время заехать к нам, зайти. Я понимаю, что график сегодня плотный и напряженный. Мы с вами поговорим в целом про год протестов, но для начала, я понимаю, что было много уже интервью и много сказано, немножечко о вашей поездке в Штаты и в Британию. Я бы вопрос так поставил. Возможно ли за 15 минут, а именно столько, судя по информации в СМИ, длилась ваша встреча с Байденом, решить какие-то важные глобальные вопросы? Ты знаешь, все важные глобальные вопросы решаются с советниками, с представителями Белого дома, с Госдепартаментом. Вот там на часовых встречах обсуждается все до деталей. А встреча с Джо Байденом это, во-первых, это встреча знакомства. И я успела проговорить, значит, какую бы мы хотели поддержку от США. И как важно США быть вместе с белорусами, потому что сейчас Беларусь на передовой борьбы между автократией и демократией, и весь мир стоит за демократические ценности. Это то, что им понятно, потому что, ты знаешь, иногда, когда мы говорим о демократии в Беларуси, люди, многие, которые никогда не жили при демократии, не до конца понимают значение этого слова. А вот, например, в США для них это очень много значит. Свобода слова, права человека. В Беларуси это за столько лет потерялось значение этих слов. И я получила заверение от президента США, что их страна будет с нами, с белорусами и сейчас, и потом после перемен. Это очень много значит. Эта встреча много значит для других стран, как посыл, раз самая большая демократия в мире с нами, значит, и все остальные присоединяйтесь. Хотя и так за этот год у меня было уже очень много встреч с лидерами разных стран, и я очень рада, что демократические общества понимают, за что мы боремся, и готовы нам оказывать помощь. Нам кажется, что она не всегда достаточна, хочется больше. И я всегда говорю, что так как это наша боль, это наши любимые сидят в тюрьмах, нам никогда не будет достаточно. Нам хочется больше, смелее, сильнее. Но как есть, так есть. Мы идем дальше, не останавливаясь. И мы пример для мира, как нужно бороться, как людям, несмотря на такие репрессии, на такой уровень насилия, все равно продолжать отстаивать свои права. Это очень-очень показательно. А вот вы сказали о том, что было очень много встреч за этот год, там даже была статистика, это около 40 встреч, это только с высшим руководством европейских государств, вот Соединенные Штаты за последние 2 недели. Как бы вы оценили за этот год ощущение поддержки от Европы? Потому что вот там вот осенью, когда шли разговоры европейских политиков, когда они что-то говорили просто да, там страшно, насилие. И вот вы поехали на первые встречи, там были остальные. Как вы сами это ощущаете? Европейцы не теряют надежду? Их поддержка становится еще больше и сильнее? Либо... Как очень часто можно услышать, есть же люди, которые уже прямо пытаются разочароваться, что вот год прошел, ничего не меняется, все это только слова. Ну, знаешь, главное не разочароваться в себе, потому что страны, которые нас поддерживают, это как бы их воля, они не обязаны это делать. И, ну, конечно, в рамках развития демократии это моральная ответственность, моральная обязанность нас поддерживать, но в целом это они просто все вдохновлены борьбой белорусов, и задача белорусов не разочароваться в себе. А этого уже год мы удерживаем Беларусь в центре внимания, и это только благодаря нашим людям. Поэтому не нужно разочаровываться, нужно работать над тем, чтобы это внимание других стран привлекать, но нужно работать, чтобы давление усиливать внутри страны в первую очередь. Потому что если это не нужно нам, самим белорусам, то кому это еще будет нужно? Мы с вами как-то общались в прямом эфире ровно год назад, год и пару дней, и
В том эфире вы сказали, что вы не чувствуете себя политиком. За этот год вы бы сказали, что вы чувствуете себя политиком? Знаете, Евгения, я помню наш разговор еще до выборов, когда я вас спросила: Евгения, а кто такой политик? Ах, вы это помните? Я это помню, и... Тогда мы сошлись на том, что это человек, который принимает решения, не влияют на гражданские, общественные и государственные процессы. Но в этом контексте, значит, я политик. Чувствую ли я себя политиком внутри? Нет. А как бы вы оценили, вот там разговор в октябре, по-моему, был, когда вы говорили с мужем, эти кадры облетели весь мир, когда Сергей вам сказал, что нужно быть жестче. Стали ли вы жестче с того момента? Я стала злее. Жестче, возможно, нет. Но вот эта злость на то, что какой беспредел происходит в стране, как людей забирают, сажают в тюрьмы, избивают, вот эта злость накапливается, но она превращается в энергию. Жестче, наверное, как человек я не стала. Хорошо, значит, злость на то, что происходит внутри страны, она превращается в энергию. Что еще дает вам энергию? Потому что мы так вот посидели, прикинули и визит в Америку, и все эти ваши поездки до этого, все визиты. Количество рабочих встреч, это ну, это не 8 рабочих часов в день. Откуда на все это сила и энергия? Главный мотиватор. Наверное, это не какой-то один мотиватор, это совокупность, потому что я черпаю энергию, общаясь с белорусами, кто, несмотря на все давление и репрессии, продолжают там работать, потому что очень страшно, там очень страшно, и люди находят в себе эту силу, находят в себе смелость, и я просто не понимаю, как люди там работают, как ты можешь опустить руки. В целом я не могу опустить руки, но мне нужно подпитываться. И общаясь с белорусами здесь, общаясь с белорусами, с белорусскими диаспорами за рубежом. Наверное, ответ один от белорусов, которые, несмотря ни на что, продолжают, не останавливаются, поддерживают друг друга. И, наверное, так. Светлана, очень часто можно слышать такие вещи, особенно от... Я сейчас не говорю не только о госпропаганде, о том, это комментарии в Ютубе под многочисленными видео на разных каналах. Об этом говорят порой и европейские какие-то журналисты, потому что вот что-то мы почитываем, говорят, что очень здорово, что у белорусов есть Светлана Тихановская, но очень грустно, что это лидер за границей, а нет лидера внутри страны. А что бы вы ответили на это? Лидеры внутри страны есть. Их достаточно много, но, к сожалению, они сейчас в тюрьме. Потому что быть лидером Беларуси практически сейчас невозможно. Потому что ты сразу попадаешь в всем известные места. То есть о какой честной борьбе может идти речь в Беларуси? Ты можешь работать, ты можешь что-то сделать только когда ты в безопасности. Наша страна, наша Беларусь сейчас небезопасна, если у тебя отличное от режима мнение. Что бы вы сейчас на вопрос, а что делать, Светлана Георгиевна, а что делать вот в тех условиях, которые сейчас есть в стране, когда ты не можешь ни выйти на улицу, ни даже сделать репост или написать открыто комментарий какой-нибудь в социальных сетях? Потому что за все это ты попадаешь на сутки в тюрьму под обыски и так далее. Что бы вы сейчас ответили белорусам на вопрос, Светлана Георгиевна, что делать? Что нам делать? Продолжать. Продолжать то, что вы уже делаете, если вы что-то делаете. Сейчас появляется, и раньше появлялись, и сейчас появляется очень много инициатив, которые доступны для каждого. Это и рабочий рух, это план Перамога, это инициативы, которые помогают и политзаключенным, их семьям, которые у нас очень большая сеть волонтеров. Присоединяйтесь, волонтерьте, активисты, которые каким-то невероятным образом, очень всем благодарна, продолжают и выходить на небольшие марши, и расклеивать наклейки, и рисовать муралы, и, не знаю, писать письма политзаключенным. Вам кажется, наверное, что это ничто. Что я там сделаю, наклейку наклею, что я этим изменю? Но если вас тысячи,
Это уже перемены. Поэтому присоединяйтесь к уже существующим инициативам. Если у вас есть какие-то свои идеи, продвигайте их, будьте главным, будьте, как говорят, лидером там, где вы есть. И я помню, вот весь прошлый год как-то очень требовательно говорили: дайте нам план, дайте нам план. Да, очень много было разговоров таких. И так вот он план. План — это настойчивость, план — это последовательность, потому что уже было тогда очевидно, что давайте выйдем все одним числом, это уже не план. Потому что сейчас жизнь и свобода активного человека — это самое главное, что может быть. Светлана, вот мы тут пообщались с гостями, которые приходили к нам в студию, и в онлайн поговорили со многими. И учитывая, что эфир все-таки приурочен вот к годовщине выборов, к тому дню, когда все мы вдруг поняли, сколько нас тех, кто готов защищать свои голоса. И у многих спрашивал я о том, на какой стадии мы сейчас находимся, вот, на ваш взгляд. Вот если там было начало, для кого-то это 9 августа, для кого-то это момент, когда посадили Бабарика, для кого-то это момент, с который вот еще с момента, как только случилась провокация с Сергеем Тихановским. Кто-то говорит о ковиде. Вот, для всех в 2020 году был свой триггер начала вот этого процесса. И всем нам казалось, первые, еще, наверное, до Нового года, мы ставили какие-то точки всегда. Вот Новый год уйдет, вот весна, День воли, 9 мая, вот придет лето, и это все случится. Никто не смог ответить на вопрос, на какой стадии мы сейчас, если финиш вот там, вот, в освобождении политзаключенных, уходе Лукашенко, новых выборах, вот там вот финиш. Вы бы смогли ответить на этот вопрос? Мы полпути проделали, как вам кажется? Я же сейчас не говорю о чем-то, это вот ощущение ваше. А с какого момента в любом марафоне начинается финишная прямая? Со старта. Вот тебе и ответ. Спасибо. Сам спросил, сам ответил. Светлана Георгиевна, а что бы вы сегодня, вот 9 августа, спустя год после выборов, сказали белорусам, вот прямо на камеру? Ровно год назад я помню, что вы говорили о том, что здорово, что нас много, что очень нужна эта поддержка, и давайте все вместе. Все вместе докажем и покажем, и режим увидит, что он проиграл. Вот что бы вы сказали сегодня? Мы прошли уже большой путь, и никто не может сказать, сколько этот путь еще займет. Но я хочу сказать каждому, кто тогда поверил в себя, кто тогда поверил в перемены, спасибо за то, что вы поверили, за то, что вы не опустили руки, не остановились и продолжаете настойчиво, последовательно делать то, что вы можете. В этом главная ваша сила. И спасибо за то, что на ваши умы так и не смогли повлиять ни пропагандисты, ни то насилие, которое мы увидели в Беларуси. И просто нужно продолжать верить и работать. Не задавать себе вопрос, когда это уже все закончится, а задавать себе вопрос, что я делаю для того, чтобы это все закончилось. Спасибо, Светлана Георгиевна. Спасибо, что нашли время для того, чтобы пообщаться с нами и со зрителями канала «Страна для жизни». Спасибо, мои хорошие. Успехов вам. И вам. И энергии. Спасибо. Что важно.